Сегодня мы покажем подводящие упражнения по школе бокса, которые рекомендуется делать для воспитания внимания, первой реакции и вот эти вот ощущения, которые обязательно вытекают уже из боевых положений. Поэтому все начинается очень простых упражнений, и глубина достигается уже исполнением, качеством, которое это упражнение дает. Смотри, первое упражнение. У вас два варианта будет. Первый вариант будет касаться только шагов. 3 шага в одну сторону, 3 шага в другую сторону. И можешь как бы на 2 шага финт, 3 шага финт. Можешь через шаг финтить. Пока без скачков. Давай, вставай сюда, Алексей. За ним вставай. И постарайся синхронно с ним, вот как он делает, так и ты делаешь. Пока медленно начинаем, поехали. Прям шаг в шаг. Леша, начинаешь финтить. И резко на 2, на 3. 2, 1. Сразу финтишь 2, молодец. 3. Быстрей. Успевай за ним. Успевай. Хорошо. Это упражнение, оно очень хорошо помогает вот именно в наблюдательности. Является таким как бы игровым. Здесь много вещей, которые вы сразу анализируете. Следи за ним, ближе к нему подтянись. Быстрее, раскидывай быстрее. Теперь развернитесь лицом к лицу. Встаньте. То же самое делаешь, только смотришь на него. Твоя задача как можно, чтобы больше он ошибся. Что вот именно поймать его. Пока он думает сюда, ты уже опять туда. Так же убегаешь. Да, также убегаешь. То есть ручки перед собой вот так сложите. То есть еще раз вам расскажу про руки. Руки, они в поле вашего зрения. Если руки где-то будут здесь, или руки где-то, не знаю, будут здесь, будет все не то. То есть через руки смотрите. Если в зрение не попадают ваши руки, они исключаются. То есть мозг как будто забывает про них. Поэтому все делайте через руки. То есть это как прицел ваш. То есть вот ты смотришь через руки на него и финтишь. Оп, 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 оп. Чтобы выработать еще одну привычку с руками. Итак, готовы? Смотри, здесь сильно мелкий шаг не надо делать. То есть ты можешь буквально, то есть по средней, если брать части, то есть не полную выкладку там, а вот где-то до середины можешь. Спокойно сначала делай это. И так, чтобы если что, ты мог, если что, мгновенно в свою стоечку, если что, встать. Поэтому не только параллельно ты ходишь, а в одной, во второй стоечке. Понял? И ручки перед собой. Приготовились? Поехали. Начинаешь финтить. Заставляй его ошибаться. Ближе к нему подтянись. Раскидывай. Здесь очень хорошо прокачиваются икроножные, поэтому долго это упражнение делать нельзя. Не сможете просто. Не больше 30 секунд. Достаточно. Теперь смотрите, парни. Вы двигаетесь сейчас только на один шаг. На один шаг вперед, назад, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, назад. А то я озвучиваю, тебе все понятно становится. Видишь? Вперед, назад, влево, вперед, угадывай влево, вперед, вперед, назад. Хорошо. И наблюдаешь за мной. Ручки держи здесь. Теперь смотри. Рома, ты будешь сейчас ведущим. То есть твоя задача кружить перед ним. Также пока на шаг, пока не надо вот эти вот скачки, пока пользуйся шагом. И резко ты меняешь направление. Видишь как? Раз. И раз. Понятно?
Ты точно, прям в точности за ним повторяешь все движения. Поэтому не торопись пока. Точно-точно повторяешь движения. Раз, раз, видишь, вот он финт. Спрашивают, как финты рождаются. Вот так они, в таких простых упражнениях они и рождаются. Когда ты точно знаешь, что увлекаешь человека настолько, что он тебе на 100% верит. Вот движение вот в этом как бы и сокрыт кладезь. Поехали. Начинаешь по кругу, по кругу. Во, перед ним, стоп. Перед ним прям стань вот так. Прям вот так. Прям вот так. Во, на меня смотришь. Во. 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 Понял? А то дистанцию начинаешь разрывать и теряешь, вообще движение теряется. Во, на носок ставь ногу. Во, смотри, тут какая, видишь, техника? Видишь? Успевай ногами. Успевай ногами. Во, подбирай. Во. Видишь, просто все. Почему трудно? Пока приспособишься, давай. Поехали. Во, быстрее надо, видишь? Видишь, вот они, где ошибки. Эти же ошибки и в бою вылазят. Поэтому, как бы, парни, осторожней. То есть здесь не надо торопиться, а то, как правило, чехарду просто, начинаете делать, там, начинаете скакать друг за другом с одной поставленной целью, там, наступить на ногу или там сандалить в плечо. Здесь все касания легкие. Еще раз говорю, две вещи в боксе ценят превыше всего. Это твоя наблюдательность, твое внимание. И вторая часть – это дистанция. Вот эти упражнения как раз для отработки первой дистанции. То есть, чтобы ты хотя бы уже понимал далеко, близко, где человек находится. Поэтому вот эти вот моменты, вот смотри, у него сейчас задача одной только левой атаковать любой из твоих плечей. Ты отвечаешь только тогда, когда он закидывает. Точно так нельзя, видишь? Вот такие вот вещи, они уже исключаются. То есть у него только одна рука, у тебя две. Поэтому ты должен очень быстро ответить. Если там, как бы он попадает тебе в плечо, не надо там, ничего страшного не произошло. Со временем ты научишься его проваливать. Проваливать научишься. Поэтому с одной стороны, позволь ему коснуться. Видишь? Оп. Понятно? Здесь и движение навстречу, и движение, когда ты его на себя как бы тянешь. И где-то, может быть, ты в сторону подкружишь. То есть ноги, они автоматически у тебя подключаются из-за поставленной цели и задачи коснуться. Понятно? Поехали. Все как в бою. То есть уже приближаете вот саму дистанцию такую, как ближе, как в бою. Вот по ощущениям. Чтобы не далеко и не близко. Чтобы контакт уже был. Как по-настоящему, но в игровой форме. Видишь? Вот где дистанция, видишь, нарушается. Стоп. Ошибка в чем? То, что когда сильно увлекаешься, у тебя ноги разъезжаются. То есть первое, чего ты себя лишаешь? Ты лишаешь себя вот этого маневра. Почему? Потому что ноги у тебя уже сковываются. Чем шире ноги, тем больше у тебя скованность проявляется. Потому что мышцы уже вынужденно напряжены. Как только ты ноги возьмешь под себя, то есть у тебя появляется уже, так сказать, вот эта вот, подвижность, да, она как повышенная подвижность. То есть ты уже телом можешь покачать, где-то можешь уже подобраться. Ноги под собой держишь, раз, оп, раз в сторону, со стороны пошел. Раз здесь показал, здесь коснулся. Если надавил на него, сразу отжимай, назад отжимай. Видишь, стоп. Тоже ошибка. Надавил и остался. Что остался? Если ты попал, что тебе надо делать? Отступать, защитные действия. Не факт, что отступать, но может быть, в какую-то из сторон тебе придется, уходить. Это, как бы и с защитными действиями связано. Поэтому чуть-чуть здесь раз, ты уже направление, видишь, меняешь уже другим направлением. Раз коснулся, отожми, вдруг в сторону пойдешь. Хорошо. Внимательнее, наблюдай. Видишь, опять застоялся перед ним, но сейчас, видишь, хватило тебе гибкости. Достаточно, парни. Следующее упражнение, давайте я вам покажу.
Это как бы, ну, от моего тренера. Мне тренер вот так объяснял. Когда вас за шею вот так вот хватаю, да, выкручивайся, выкручивайся. Во. Так, чтобы тебя за загривок поймать нельзя было. Во, молодец. Во, молодец. Понятно? Да. Теперь смотри, сначала ты его ловишь, потом ты будешь его ловить. Итак, приготовились. Поехали. Лови его, прям поймай его. Так, стоп, парни. Вот смотрите, вот первая ошибка – это то, что ведет вас к утомлению. Чрезмерная вот эта вот беготня. У меня тренер очень жестко по этому поводу ругался. Потому что, еще раз говорю, у вас раунд так прописан, что какую-то часть вы бегаете, какую-то часть вы ходите, какую-то часть вы стоите. То есть, если вы все время будете бегать, ну никакого здоровья не хватит. Если все время будете стоять, вы никогда цели своей не достигнете. Поэтому и есть вот такой вот баланс. Не скачите. Попробуйте вот буквально шаг, ну, может быть, другой, чтобы уже четко. Оп, хорошо, хоп, хоп. Понятно? Чтобы покороче его и как можно меньше шагов. Хорошо. Хватай его, прям за капюшон хватай. Во, хватай. О, хорош. Есть еще одно упражнение, тоже от моего тренера, как бы такое, немножко у меня тренер с юморком подходил, и он показывал вот так. Вот смотри, вот твой лоб, и вот когда тебя ладошкой в лоб бьют, ну, как бы, как наказание. Вот ваша задача сейчас прям реально выйти в лоб, никак по-другому. Увернешься? Точно увернешься? Во, прям в лоб. Во. Единственный момент, быстро, пока делать нельзя. То есть, почему? Потому что если это будет быстро, он не научится. А если ты вот спокойно его поведешь, да, во, раз. Во, раз. То есть ему надо научиться видеть невидимое. Вот эти вот ощущения. А потом у тебя зрение все равно считывает. Вот замечаешь, когда я хочу тебя ударить? Какие вещи я делаю предварительно удару своему? Движение корпуса, движение там вперед. Или начинаю вот так вот щемиться там. Ну, как-то, в общем, видом показываешь. Это также можно использовать, ну, как в обманных действиях. Смотришь в голову, точно бьешь в живот. Смотришь в живот, бьешь в голову. Ну, такие вот фишки. Во. Можешь одной, раз, второй. Во, и наблюдай за ним. Куда он, как он делает, где он ошибается, чтобы в дальнейшем его поймать. Прям в лоб ему, прям в лоб. Теперь смотрите, давайте мы сейчас объединим два упражнения в одно. С одной стороны, ты хватаешь его за гривок, с другой стороны, в лоб. Загривок в лоб. Загривок в лоб. Загривок в лоб. Загривок в лоб. Видишь, тут перестраиваться надо. Так сделал на себя. Ты же видишь меня? Поэтому я говорю, тут скорость как бы включается уже с повышением вашего мастерства. То есть это упражнение, оно где-то от 7-го раза только получаться начинает уже быстро. Первые разы, еще раз говорю, пока у тебя мозг, ну, через твое зрение не выставит все вот эти вот тонкие настройки свои, очень сложно как бы, ну, оценивать это все. А постепенно уже раз, два, видишь, попал. Раз, два, раз, о. И еще один момент, дистанция. Дистанция здесь ближе к средней. Не дальняя, а ближе к средней. Держите, чтобы буквально усложнить ему задачу. Во, еще раз, во. Во, видишь, здесь ему очень сложно. Во, оп. Во, не всегда так, видишь? И раз, еще раз. Зрение, хорошее зрение, 100 рублей премия. За, во. И каждый раз меняй, чтобы алгоритм действий, он не успевал как бы, ну, прочитать. Во, под ним. На него всегда смотришь. Достаточно. Есть еще одно тоже упражнение, вообще детское упражнение. Ну, не знаю, в детстве оно мне очень нравилось. Леша, садись. Да, вот теперь смотри. Твоя задача, знаешь как, шлепнуть ему по голове.
Ну, в оригинале вообще, да, коснуться плеча, но, говорю, вот в моем случае это было вот буквально вот так вот, шлепнуть по голове. Твоя задача схватить ногу. Схватить или ударить? Ну, ты можешь ногу схватить, можешь ее ударить, но сам факт не подпустить его вот движениями. То есть, если тут как он может, так и ты можешь. Итак, приготовились? Вокруг него. Вот, двигаешься? Вот. Стоп, стоп. Твоя задача прицел, голова его. Или плечо, или голова. Вот, стой, стой, на меня посмотри. Вот. Вот. Ты должен раз, оп. Понял? Да. Приготовились. Пошел. О, живей, живей. Ноги включай. Тут быстрые ноги должны быть. Вот, другую сторону. Лови, лови его, лови. Леш, лови его, лови его. Одно из классических упражнений, то есть, ну, тоже считается популярное среди боксеров, это когда вот на серединку, вот здесь как раз уже вот пресловутый циркуль и включаются. У циркуля, у него несколько вообще назначений, то есть на циркуле можно и атаку строить, можно строить и защиту. Поэтому один из вас прям на середину ему давит, второй уходит и касается плеча. То есть это упражнение, то есть оно как бы сразу, вот ты как выполняешь защитное действие и переходишь к контрудару. То есть вот это два в одном. То есть ты ногой защищаешься, а атакуешь рукой. Поэтому как бы спокойненько. Раз, раз, раз. Канатом, видишь, прижался. Раз, раз, раз. Ты в одну и в другую. Медленно вот смотри. Еще раз. Вот в одну и в другую. Видишь, вот тут в ногах раз, раз и закружился. У тебя вот движение, ты можешь его подбить, это движение. Раз, подбил, шагом подровнял, раз, подбил, шагом подровнял, раз, перескочил. И в момент перескока у тебя уже будет открываться линия. Причем и с одной, и со второй руки можно пробовать. Понятно? Итак, Леша атакует, ты уворачиваешься. Поехали. Во. Резче прям на него иди. Во. Стоп. Стоп, стоп. Видишь, какая роль дистанции играет? Да. Когда он тебе сильно близко, ты не знаешь уже, что делать. То есть, как только он начинает на тебя идти, у тебя уже включается. Видишь, ты удалился, а как ты будешь доставать? И не туда пошел. И вот сюда должен зайти. Во. Теперь я начинаю с другой стороны. Не меняешь ноги. Во, пошел в другую. Во, не меняешь. Во, видишь, выкрутился, круг сделал. Круг сделал. Угол для тебя опасное место. Почему вы делаете это в ринге? Чтобы знать, как двигаться. Сколько от середины ринга до конца каната шагов? Сколько? 3 шага больших. 6 маленьких. 6 маленьких. Поэтому, то есть, ты должен ориентироваться по рингу очень четко. Вот смотри, видишь диагональ ринга? Вот чтобы угол ему отсечь, ты должен понимать вот эти вот диагонали. Какие углы у тебя острые и как ты можешь подкруживать, чтобы выпускать его, но именно на ту руку, как говорят, на сильную руку. Поэтому с одной стороны ты можешь давить с расчетом выхода его из угла, чтобы здесь ловить. Не просто так. И вообще вот эта вот адаптация работе в ринге, это одна из самых главных фишек. Потому что некоторые он нарепетирует где-то там на улице возле фонарей, потом в ринг заходит, тут непонятно, либо он большой, либо он маленький. А так ты четко уже понимаешь, что у тебя все действия не более 3 шагов. Максимум 6 шагов, но эти шаги ты должен четко рассчитывать. Итак, теперь ты давишь на Алексея. Поехали. Во, хорошо. И сразу в другую. И сразу в другую. Во, молодец. Вот. Стоп, парни. Смотрите, ну вот как бы еще раз поясняю. Вся вот эта ваша беготня, она называется, ну, пустоцветом. То есть, да, движение это хорошее. Но оно, ну, как бы в сочетании с упражнением оно неэффективное. То есть оно считается лишним. Поэтому поддержи вот эту вот свою дистанцию. Начинаешь давить. Раз. 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 Видишь, как близко? Потому что это все связано с ударом с твоим. Как ты, если ты будешь на таких длинных ногах так отскакивать, а как ты будешь бить? Хорошо, можно всю жизнь защищаться, так и никогда не выиграешь.
Или выиграешь, что твой соперник уже настолько устанет бить, что у него просто инфаркт. Бах, и все, и помер, победил. Ты должен, еще раз говорю, определись в дистанции. Чем ты качественнее сейчас сделаешь, тем больше у тебя навык разовьется правильного вот это вот, исполнения упражнения. Каждое упражнение, оно десятилетиями, точилось. Где-то можешь, где-то отшагни.